Здорово-здорово, братишки-сестренки, вы на канале Nixon Play. Сегодня мы погрузимся в мир игры Stay Out, где создание группировки — это не просто выбор случайных соратников, а стратегически важный шаг к выживанию и доминированию в опасной и жестокой реальности. В этой увлекательной и многопользовательской игре вам предстоит объединить усилия с другими игроками, чтобы справиться с вызовами, которые подкидывает таинственная зона. Да и что-то розыгрышей у нас давненько не было, поэтому объявляю новый розыгрыш на чехол для шлема К6 Забрала. Участвуют абсолютно все сервера. Для того, чтобы принять участие в нем, тебе необходимо подписаться на канал и написать комментарий, не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник и сервер, на котором ты играешь. А итоги розыгрыша мы узнаем уже в следующем видео. Перед просмотром желаю приятного аппетита всем, кто кушает. Когда речь заходит о создании группировки в Stay Out, важно понимать, что ваша команда не просто набор игроков, а динамичная единица, в которой каждый член играет важную роль. Для начала вам следует определить ключевые черты, которые вы ищете в союзниках. Ищите людей, которые разделяют ваши цели и взгляды на игру. Это может быть как стратегия выживания, так и исследование мира, или же плотные совместные рейды на враждебные укрепрайоны. Создание группировки начинается с регистратора, а регистраторы имеются на 6 локациях. На окрестностях любящий регистратор сидит в деревне Гурман квадрат Е63, на локации Везувий квадрат Е21, территория радиовышки, на локации Аэропорт квадрат С24 в самом здании аэровокзала, на локации Тунгуска в поселке Радиус квадрат С23, в Черном лесу квадрат С43 рядом с Митричем и Новая Земля остров Южный квадрат С31 прямо на мосту. Для того, чтобы создать новую группировку, будущей главе необходимо иметь 30 уровень своего персонажа, 5 миллионов рублей на кармане и придуманное уникальное название. Создав клан и нажав на кнопку О на клавиатуре, ты увидишь уровень, необходимое количество очков группировки, а также необходимое количество людей в клане для перехода на второй уровень. Всего уровней клана 5. Пока твой клан находится на первом уровне, его никто не видит, кроме тебя. Врагов нет и все прекрасно. Это своего рода расширенная версия отряда, вмещающая в себя 10 человек вместо 5. Для перехода на второй уровень тебе потребуется минимум 5 членов группировки, 2 миллиона рублей и 2100 очков группировки. Второй уровень клана имеет возможность входить в альянсы или союзы, участвовать в захватах баз и укреп-точках, объявлять войну или мир другим группировкам. Также текст становится виден абсолютно всем. Мой совет, исходя из личного опыта, не переходить на второй уровень до тех пор, пока не накопишь очки клана для моментального перехода на третий уровень. Дело все в том, что на втором уровне клана вам надо будет набрать 61 тысячу очков клана для перехода на третий уровень. Но проблема в том, что в конце каждого месяца у всех кланов в зависимости от уровня отнимаются очки группировки, и на каждом уровне очков отнимается все больше и больше. И вот для того, чтобы терять меньше очков, не нужно переходить с первого уровня клана на второй. Нужно на первом уровне клана набить 63 100 очков клана и сразу же прокачать клан на второй и третий уровень. Так как на первом уровне тег не виден и ежемесячно снимает всего лишь 1000 очков группировки, а на втором уже 6000. Перейдя на третий уровень клана, тебе откроется возможность участвовать в аукционах на аренду баз. Арендная база — это отдельная небольшая локация, доступ в которую возможен через проводников в местах нахождения баз. Внутрь базы могут попасть как участники группировки, которая приобрела базу, так и ее союзники. Арендные базы приобретаются у продавца баз сроком на 30 дней. Приобретение базы происходит через аукцион, который длится 7 дней. Минимальная ставка составляет 15 миллионов рублей, а минимальный шаг повышения ставки 1 миллион рублей. Но важно знать, что в аукционе участие может принимать только глава клана. Лимита на количество приобретенных баз нету, одна группировка может владеть несколькими базами одновременно. На арендованной базе имеется кладовщик, техник, доступ ко всем станкам, верстак для модификации 5 уровня, торговец, у которого можно приобрести санитарные наборы и боеприпасы по хорошим ценам, источник воды и эффект костра, чтобы отдохнуть или снять каплю. Более подробную информацию об уровнях клана и их преимуществах ты можешь узнать сам, посетив сайт Совики. А я, чтобы не затягивать свое повествование, перейду к способу заработка и траты очков группировки. Очки группировки — это ресурс, который одновременно является как валютой, так и показателем рейтинга вашей группировки. Большинство действий, которые доступны группировке, будут требовать наличия очков группировки. Зарабатывать очки группировки на первом уровне клана я советую, проходя данжи. За один пройденный данж участник клана получает 40 очков группировки. Также, если ты подойдешь к регистратору группировки перед данжем, он выдаст тебе квест на пропавшее снаряжение, будь то логово паукана, топи, улей или забытые льды. За найденный рюкзак в данже при сдаче его регистратору
регистратор, участник клана получает дополнительно 40 очков группировки. Итого за один проход один участник клана получает 80 очков группировки. Но в логове паукана есть дополнительная стадия с головой хранителя. При ее завершении каждый участник получит дополнительно по 30 очков группировки. Мы со своим кланом ходили по 3 данжа в день впятером с головой хранителя и лутали с них 1350 очков группировки в день. Это потно, но зато прокачка персонажей и очки клана идут одновременно. Также очки клана даются за захваты. За удачный захват укреп-точки каждый участник клана, находившийся в зоне захвата, получает по 60 очков. В случае провального захвата каждый участник получит по 30 очков. За захват базы дается по 200 очков в случае удачного захвата и по 100 очков в случае провала. Также очки даются за участие в событиях, выполнение заданий на захват или оборону у регистратора группировок и выполнение ПВП и ПВЕ заданий у управляющего захваченной базой или укреп-точкой. Важно знать, если ваша группировка находится в альянсе, то независимо чей тег захватит базу или укреп-точку, очки группировки за успешный или провальный захват получат все кланы, вошедшие в альянс или союз. Также будет возможность воспользоваться услугами и привилегиями захваченной точки у всех членов, вошедших в альянс или союз. Теперь расскажу немножко о трате очков группировки. За приглашение нового игрока в группировку со счет клана спишут 200 очков группировки, за создание союза или альянса по 400 очков и снятие вара с группировки будет стоить 200 очков. Также не могу не сообщить о торговых путях, это очень удобная и прибыльная темка. К примеру, ваша группировка, альянс или союз захватили базу автостанция Новикова. После этого вам следует захватить укреп-точку 66 километра и базу отдыха. Продержать их, по-моему, 4 дня, и у клана, владеющего базой и этими укреп-районами, появится возможность установить представителя поселения. Представитель поселения дает возможность покупать товар за деньги и очки торговли группировки, находясь на захваченной базе. Вообще вариаций торговых путей очень много, все их можно посмотреть и выбрать подходящий на сайте SOVIKI, а зарабатывать очки торговли группировки можно также прохождением данжей и выполнением ПВП и ПВЕ заданий от управляющих базой или укреп-районом. Также в игре есть доска рейтинга кланов, на которой распределяются все существующие кланы. Распределяются они по количеству заработанных очков группировки. Несложно догадаться, что чем больше очков заработал ваш клан, тем выше он в топе поднимется. Важно знать, что заработанные очки клана на доске фиксируются, и если, к примеру, вы приняли нового члена группировки, в клане у вас списалось 200 очков, в то время как на доске нет, число осталось прежним. Есть еще одна особенность доски рейтинга кланов. Кланы, занявшие 3 первых места в общем рейтинге по всему серверу, в конце месяца получают дополнительную поставку припасов. Поставку припасов получает каждый игрок клана, набравший в течение месяца 2500 очков группировки. Из нее с определенным шансом выпадают весьма годные предметы, оружие, невыпадаемые артефакты и многое другое. Рейтинг кланов обнуляется ежемесячно, поэтому условно за топ побороться возможность есть у всех кланов. Но это только условно, на практике все намного печальнее. Братишка, если ты только начал играть в Stay Out, тогда советую активировать промокод Nix в меню игры. Он абсолютно бесплатно подарит тебе премиум статус на аккаунт, а также бронежилет и другие игровые предметы, которые облегчат тебе игру на старте. Важно, что промокод можно вводить абсолютно на всех серверах, но время его использования ограничено, так что не упусти эту уникальную возможность. Создав свою группировку, постарайся установить эффективную систему коммуникаций. Работая на расстоянии, важно иметь надежные каналы связи, чтобы координировать действия во время захватов или сражений. Используй голосовые чаты или специальные приложения для совместной игры, которые позволят оставаться на связи. Хорошая коммуникация помогает избежать недоразумений и неминуемых потерь, которые могут произойти из-за недостатка информации. Еще одним ключевым аспектом является распределение ролей. Каждый игрок в твоем объединении имеет свои уникальные навыки и предпочтения, и важно использовать это в свою пользу. Назначай людей, обладающих высокими боевыми навыками, на роли атакующих, тогда как более опытные в плане стратегии могут занять позиции штабных игроков и координировать действия группы. Это позволяет каждому члену команды чувствовать свою значимость и понимать, что его вклад важен. Также следует установить определенные правила и нормы в вашей группировке. Это поможет избежать конфликтов и обеспечить некоторую структуру. Обсуди с командой, что приемлемо, а что нет. Это может касаться как боевых стратегий, так и мирного взаимодействия с другими группировками и игроками. Важно, чтобы каждый осознавал свою ответственность и придерживался общих принципов. Ну и наконец, не забывай о социализации внутри вашей группировки. Организуй встречи, обсуждения и совместные мероприятия. Это поможет укрепить отношения и создать дружескую атмосферу. Серьезные бойцы могут стать настоящими друзьями, а ваша команда в
второй семьей, готовый прийти на помощь в любой ситуации. Я с радостью сообщаю тебе о том, что ты получил уникальную возможность вступить в мой клан SCP Foundation. Мы сплоченное и дружное сообщество, ищем активных и заинтересованных участников, готовых объединить усилия ради общего блага. Присоединившись к нам, ты получишь доступ к уникальным возможностям для роста и развития, а также возможность стать частью дружного и сплоченного сообщества, где ценится уважение и сотрудничество. В моем клане тебя ждут интересные задания, командные мероприятия и множество возможностей для создания и обмена идеями. Я уверен, что именно с твоими навыками и энтузиазмом у нас получится достичь больших высот. Если ты готов стать частью команды SCP Foundation и внести свой вклад в наше общее дело, отпишись мне, и мы обсудим детали твоего вступления. Я уверен, вместе мы можем вершить великие дела. Как ты понял, создание и развитие группировки в игре Stay Out — это не просто задача, это захватывающий процесс, который требует усилий, времени и терпения. Но в конечном итоге именно эти усилия приведут к созданию сплоченной команды, способной преодолеть любые трудности и стать настоящей силой в игровом мире. Так что запасись терпением, находи настоящих единомышленников, строй свою успешную команду и вперед, к победам. На связи, как всегда, был твой любимый Никсон. Большая просьба, подпишись, пожалуйста, на канал и напиши комментарий. Тебе совсем не сложно, а мне будет очень приятно видеть, что мое видео действительно полезно, и я трудился не зря. До скорых встреч в зоне, брат Сталкер. Иди, не мозоль глаза.